Нежить в Варкрафте ужасна. Быть ею – настоящее мучение. Но мы уже все привыкли к плите Артаса, отрекшимся рыцарям смерти. Однако есть и другие, не менее жуткие, странные и ужасающие фракции нежити. Одни вызывают вопрос, как такое вообще может существовать. Другие были невероятно сильны в прошлом, но сейчас уже истреблены. В этом ролике я хочу рассказать о необычных фракциях нежити, которые описаны в лоре или которые даже можно встретить в самой игре. Галакронт – великий дракон, гигант и одно из самых больших и свирепых созданий в сюжете Варкрафта. Когда-то он был добрым, славным созданием, однако вскоре сущность протодракона была изменена. Древний бог Йоксарон развратил Галакронда, и вместо почитаемого существа он стал монстром. Он охотился и пожирал себе подобных, он убивал тех, с кем еще не так давно дружил. Галакронд отбирал добычу и вел себя как омерзительный антагонист, который уже представлял угрозу для всех окружающих протодраконов. Но еще хуже то, что Галакронд действовал не один. Он смог создать свою армию драконов, но эта армия имела одно важное отличие. Она была мертвой. Называлась эта армия неживыми. О них мы знаем мало. Название этой армии говорит само за себя. Способ их появления тоже приятным не назовешь. Галакронт, как было сказано ранее, пожирал своих сородичей. Те, кого уж простите за подробности, он выблевывал обратно, предварительно поглощая жизненную сущность, становились неживыми. Их повадки менялись. Они уже не были полноценно живыми созданиями. Они становились агрессивными, так же как и Галакронт, нападали на других протодраконов. Более того, они даже могли заражать других своей порчей. Когда они кусали кого-то, заражение передавалось, и другие протодраконы тоже становились такими же, как они. В этом плане они похожи на плеть и чуму из времен Третьей войны. Именно неживых можно считать первым проявлением нежити в нашем Азероте. К счастью, другим протодраконам удалось уничтожить неживых во время битвы с Галакрондом. Хоть неживые смогли нанести серьезный удар по добрым протодраконам, сами они были, вероятно, полностью истреблены. На данный момент мы не видели их в игре и не имеем даже записи о том, что хоть кому-либо из них удалось сохраниться. Сильване Ветрокрылой удалось не только освободиться от влияния Артаса и Плети, а и сплотить вокруг себя таких же, кто больше не хотел прислуживать королю Лечу. Появились всем известные ныне отрекшиеся. Однако не вся нежить, даже освободившись от притворного влияния, хотела состоять в рядах отрекшихся. Причины могли быть разные, но нередко это была идеологическая ненависть к деяниям Сильваны. Отличный пример — это Маркус Редпад. История этого человека берет свое начало со времен Первой войны. Орки сокрушили людей, Штормград пал. Орда его захватила. Орки стремительно захватывали территории. Люди были вынуждены бежать на север, чтобы спасти души и предупредить остальных о надвигающейся угрозе. Маркус был правителем одного городка, куда прибыли первые беженцы Штормграда. Он щедро их встретил, а также позаботился о том, чтобы о их прибытии вскоре узнал король Лордерона. В Ванилье он являлся малопримечательным квестодателем, которого заботили вещи, представляющие угрозы для его городка. Однако, дело изменилось в катаклизме. Отрекшиеся, во-первых, смогли найти способ пополнять свои ряды. Они перетянули на свою сторону валькир, которые могли поднимать мертвецов. До этого в основном популяция отрекшихся лишь сокращалась. Во-вторых, Сильвана начала активную кампанию по захвату территорий в восточных королевствах. Южнобережье было также подвергнуто атаке, уничтожено и залито по уши чумой. Маркус Редпад, как и его сородичи, были воскрешены валькирами. Все, чего он хотел после воскрешения — мести отрекшимся за то, что сделали с ним и его народом. Он бежал и основал небольшую фракцию тех, кто также ненавидел отрекшихся. Их прозвали гнилодумами. Ненависть отрекшихся и гнилодумов была взаимной. В квестах нас просили устроить атаку на их лагерь, а также прикончить их лидера. Как говорилось в одном квесте, быть после смерти возрожденным валькирами нелегко. Многие не могут перенести шока и превращаются в зомби или вурдалаков. В некоторых человечности остается столько, чтобы казаться нормальными лишь на вид, но при этом изнутри они больны. Этих гнилодумов надо убивать сразу же, в тот же день, когда они возвращаются к жизни. Кстати, раз уж мы заговорили о отрекшихся, грех не вспомнить их религию и культ. Называется он Культ забытых
теней. Появился он сравнительно недавно, но основывался он на древних учениях. Когда-то давно была жрица по имени Натали Салем. Когда орки вторглись через темный портал, она обратила взор на темную магию, которую использовали орки. Она попыталась ее изучить, чтобы с ее помощью эффективнее противостоять угрозе вторжения. Позже ей удалось найти таинственный, жуткий клинок под названием Ксал-Атат. Этот клинок веял бездной, и самое худшее, он говорил самой Натали, направлял ее и помогал познавать все тайны бездны. Она узнала, что между светом и тьмой должен быть баланс. Именно это станет одной из основ культа забытых теней. Жизнь потрепала Натали. Она смогла обуздать темную магию и даже обучить других ее использовать. Несмотря на то, что она внесла свой вклад во время Второй войны и смогла даже убить ни одного орка, она начала сходить с ума, а ее последователи, которых она недавно обучила, в конечном итоге решили убить саму Натали. Учения Натали были найдены отрекшимися на захваченных землях Лордерона. Нежить начала верить в то, что с помощью тьмы можно достичь невероятного могущества, но важно не забывать, что должен быть баланс. Все это получило наслоение разных дополнительных, безумных идей. Культ гласит, что каждый должен быть настойчивым, сильным и уважать других. Смерть для них — это не повод для отчаяния, а средство для самореализации. А самая главная цель — добиться некого вознесения. Согласно Warcraft RPG, оно происходит тогда, когда находится идеальный баланс. Это, по их мнению, должно позволить им забыть о слове «смерть», так как они после вознесения могут стать неуязвимыми или даже богами. Несмотря на шизанутость, культ стал достаточно популярным среди отрекшихся. Мы в течение многих дополнений достаточно часто встречали их представителей, или просто тех, кто испытывал симпатию к их идеям. Важно отметить, что культ распространялся не только на нежить, а и на другие расы, в первую очередь расы Орды. Между Пандарией и Легионом в культе дела пошли как-то совсем не так. Мы узнали в Легионе, что культ по неизвестным причинам распался. К счастью для бывших культистов, в Легионе мы встретили саму Натали Салин, которая была связана как раз с цепочкой заданий на артефактный Ксал-Атат. Игроки смогли ее вернуть, а она сплотила вновь недавно разделенный культ вокруг себя. И культ снова стал обретать популярность. Во время странствий по Волдуну игроки могут заглянуть в таинственный порт Землана. Когда-то в этом месте бурлила во многих смыслах жизнь. Этим городом правили трольские пираты, которые годами грабили богатство во всей округе. И подчинялись все пираты великому королю пиратов по имени Землан. Он был хорошим пиратом, а команда его преданно поддерживала. Однако всю эту радость оборвало вторжение ситраков, которые желали завоевать не только пустынный Волдун, а и весь Зандалар. Одной из первых крупных целей стал как раз таки этот портовый городок. К сожалению, пираты-тролли не смогли отбивать атаки превосходящих сил ситраков, поэтому король пиратов решил использовать хитрость. Король смог провести с помощью некоторых артефактов ритуал и проклясть свою команду. После этого весь экипаж и население города обратились в скелетов. Теперь они не знают смерти, они стали сильнее, но вынуждены до скончания веков подчиняться своему жестокому королю-тирану. Проклятие тоже повлияло и на короля. Он и до обращения был весьма алчной персоной, которой интересовали лишь деньги. Сейчас это сочетается с его безумием и жестокостью. Игроки Орды в заданиях разбирались с последствиями того, что натворил король. Ордынцы убивают пиратов, а также готовятся убить самого короля. Землан спрятался на Золотом острове, месте, куда годами король свозил свои неисчислимые богатства. Помимо самого короля, там присутствуют золотые рабы, которые отличаются от обычных троллей тем, что они обвешаны золотом. Для них находиться на Золотом острове – это наказание. Золотые рабы – это те, кто в прошлом попытался ограбить короля. Теперь, по иронии судьбы, они вынуждены вечно охранять его богатство и убивать тех, кто посягнется на золото короля. Самую, пожалуй, необычную нежить мы можем встретить в дополнении The War Within. Там мы сталкиваемся с такой штукой, как священное пламя. Оно очень важно для рати Тайносводья. В тех местах, откуда они прибыли, священное пламя является чуть ли не объектом для поклонения. Каждый воин империи посвящен пламенем, а некоторые даже носят с собой частичку этого огня.
который, согласно их убеждениям, позволяет империи процветать. Однако использовать этот огонь научились не только во благо, а и во вред. В Зевар-Визине герой отправляется в приорат Священного Пламени, место, которое когда-то имело благую цель. Монастырь был создан для того, чтобы члены экспедиции могли изучать огромный могущественный кристалл в небе, Беледар, размышлять о религии и тайных смыслах, познавать боевые искусства, поклоняться свету и изучать его секреты. Однако все это зашло слишком далеко. Местные начали отдаляться от всех остальных, а позже выяснилось, что в монастыре все не так хорошо, как могло бы казаться. Настоятельница Мурпрей смогла обнаружить необычный эффект священного пламени и кристалла Беледара. Она научилась воскрешать мертвых воинов Арати в качестве нежити. Но не обычной нежити, вроде всем известных андедов из восточных королевств, а в виде священной нежити. Они имеют несколько отличий. Основное, их плоть окутана ярким свечением, которое без устали из них излучается. Настоятельница Мурпрей делает это во благо своего народа. По ее мнению, с армией светлых мертвецов Арати смогут победить нерубов и покорить мир. Можно предположить, что священная нежить испытывает чудовищную боль. Уже много лет мы знаем, что нежить вполне себе может использовать силы света. Поэтому издревле мы сталкивались с жрецами и андедами. Только есть нюанс. Они испытывают ужасную, чудовищную боль, которая опаляет их плоть и вызывает неистовые страдания. Также из редких упоминаний в сюжете мы знаем, что свет имеет свойство возвращать нежити утраченные давно чувства, вроде обаяния. Следовательно, священная нежить вынуждена не только терпеть опаляющую боль, а и выносить отвратительный запах. Запах собственной умирающей плоти. Эти эксперименты не успели зайти слишком далеко, да и вряд ли можно сказать, что мощи этих сущностей было бы достаточно, чтобы захватить хотя бы целый регион, не говоря уж о уничтожении всех врагов империи, о чем грезила настоятельница. Но, пожалуй, это самая необычная нежить, которую мы встречали за последнее время. Алый Орден является одной из самых радикальных фракций. Их убеждения, касаемые плети, столь безумны, что вызывают удивление и страх даже у тех, кто прежде уже проливал свою кровь в битвах с нежитью. Алый Орден желает уничтожить всю плеть, которая только существует. Их фанатизм зашел слишком далеко. Даже маленький намек на то, что ты можешь быть заражен, или то, что еще хуже, ты симпатизируешь нежити, приведет в гнев инквизиторов, зачем последует мучительная смерть. Они не чураются пыток и готовы использовать все коварные методы, чтобы очистить земли людей от этой напасти. Вот как один из членов Ордена относился к своим пленникам. В Алом монастыре он использовал посох, чтобы прижигать своих пленников, отрекшихся, извлекая информацию для крестового похода. Однако, чем больше Халбин общался с отрекшимися, тем больше он ненавидел проклятых существ. Со временем он больше не заботился о сборе информации от них и просто хотел слышать их крики. И знаете, какая самая большая ирония в истории Ордена? В Катаклизме многие члены Ордена буквально стали нежитью. К тому моменту Орден переживал не лучшие времена. Он потерял аванпост в Стратхольме, утратил контроль над городами в Чумных землях, а их крепость в Нардсколе столкнулась с могущественной армией Короля Лича. Можно сказать, что они проиграли, и их кампания закончилась сокрушительным поражением. В Катаклизме повелитель ужаса Бальназар вскрыл свою личность. Он притворялся одним из великих паладинов Ордена, чтобы направлять членов фракции туда, куда ему нужно. Когда все вскрылось, он начал убивать крестоносцев и, к их иронии, воскрешать их в качестве нежити. Многих мы могли встретить в Стратхольме. Была сформирована фракция восставших, состоящая из развращенных членов Алого Ордена. Хоть многие из них были убиты, довольно забавно, как Орден стал марионеткой в руках демонов, а часть членов Ордена обратилась в тех, кого они ненавидели больше всего в своей жизни. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!